Представьте, вы смотрите в окно на привычный город. Машины, людей, небо. Все кажется спокойным. Но где-то за горизонтом, в недрах шахты или под толще океана, кто-то уже повернул ключ. Система активирована. Счет пошел. И мир, каким мы его знаем, начал исчезать. Сегодня мы расскажем историю, которую не хочется рассказывать. Потому что это не научная фантастика и не страшилка с кабельного телевидения. Это реальность, подтвержденная данными, документами и историческими фактами. Это сценарий судного дня. Тот, в котором включаются тысячи ядерных боеголовок. И уже не важно, кто нажал первым, ведь, похоже, всему конец. Но прежде чем мы дойдем до самой черты, давайте отмотаем немного назад. Ведь понимание – единственная привычка от наивности. Мы знаем, как устроены атомные и термоядерные бомбы. Мы видели кадры испытаний. Вспышка, грибообразное облако, выжженная земля, пепел вместо улиц. Это не кино, это хроника. И это оружие по-прежнему существует. Более того, оно хранится на складах, и значительная его часть находится в постоянной боевой готовности. Если оно сработает, если все сработает сразу, не будет ни фронта, ни конфликта. Будет одна гигантская, мгновенная глобальная катастрофа. Из шахт, из-под воды, с воздуха тысячи ракет отправятся в полет. Система запуска сработает автоматически. Бомбардировщики взлетят, подлодки исчезнут подо льдом. Мир разделится на до и после. Хотя скорее на до и больше ничего. Сценарий судного дня – это не метафора. Это технический и стратегически просчитанный алгоритм действий. Цивилизация в этом уравнении переменная, которую никто не будет учитывать. Зачем мы это обсуждаем? Да потому что в наше время все это может произойти. По ошибке, из-за стечения обстоятельств, из-за сбоя или из-за человеческого фактора. Таких эпизодов было достаточно, чтобы понимать, что угроза реальна. Например, в 1967 году солнечная буря едва не стала началом войны. Системы США приняли природное явление за попытку глушения радаров и начали процедуру запуска. Остановили по счастливой случайности. В 1995 году норвежская исследовательская ракета чуть не стала последней искрой для России. Президент Ельцин активировал ядерный чемоданчик. От удара удержало только быстрое опознание цели. 1962 год. Кубинский кризис. Советская подлодка Б-59 готова была выпустить торпеду с ядерной боеголовкой. Но один человек, капитан Василий Архипов, спасибо ему, отказался. Это не сюжет фильма, это то, что действительно остановило Третью мировую. Такие случаи не редкость. По официальным данным, которыми не принято размахивать на пресс-конференциях, каждый год фиксируются сотни ложных тревог. Ложных. Но каждый из них – это шанс, что кто-то может не перепроверить сигнал. И тогда все. Когда-то придумали термин «ядерная триада». Он означает, что ударный потенциал распределен между авиацией, шахтами и подводными лодками. Это делается специально, чтобы исключить возможность уничтожить весь арсенал сразу. Чтобы ответ был гарантирован. Чтобы никто не подумал, что может победить. Это и есть суть доктрины взаимного гарантированного уничтожения. Угроза, которую нельзя игнорировать, потому что она сработает, даже если никто не выживет. США опирается на подводный флот. Лодки типа Агая, каждая несет до 24 ракет Трезубец-2, каждая ракета до 14 боевых блоков. Дальность 11 тысяч километров. Мощность сотни килотонн. В полете несколько минут. Взрывы одновременно в десятки городов. И есть самолеты-невидимки, стелс-бомбардировщики, которые способны нести и сбрасывать ядерное оружие. Основные модели B-2 Spirit, стратегический бомбардировщик с технологией стелс, способен нести как обычные, так и ядерные бомбы, включая B-61 и B-83, разработан для скрытного проникновения через ПВО и нанесения удара по стратегическим целям. B-21 Райдер
новое поколение будет также способен нести ядерное оружие, заменяя часть флота Би-2. Помимо бомбардировщиков, США имеют истребители F-35 с функцией стелс, которые тоже могут использовать тактические ядерные бомбы Б-61-12. Но их основная роль тактическая, а не стратегическая. У России же триада тоже в порядке. Подлодки типа «Борей» несут булавы, до 10 боевых блоков на каждую. Есть шахтные комплексы «Ярс», а также тяжелые ракеты «Сармат» или «Сатана-2», способные нести заряды по 800 килотонн. И есть авиация Ту-160М, Ту-95МС и ракета Х-102, и авиационные бомбы от сотен до 1000 килотонн. Все это в боевой готовности. Но это лишь начало атомного безумия. Сущий ужас — это советская, затем российская система «Мертвая рука», также известная под названием «Периметр», и американская система ядерного командования. И хотя по боевой силе примерно все одинаково, но построено на совершенно разных принципах, отражающих различия в военной доктрине двух стран. «Мертвая рука» введена в строй еще в 1985 году и работает до сих пор. Ее основная задача – гарантировать нанесение ответного ядерного удара даже в том случае, если страна потеряет высшее руководство и основные командные пункты будут уничтожены. Система анализирует множество факторов – сейсмические колебания, уровень радиации, атмосферное давление и состояние линии связи с Генеральным штабом. Если фиксируются признаки масштабного ядерного удара и одновременно подтверждается потеря связи с командованием, автоматически активируется командная ракета. Эта ракета не оснащена ядерным зарядом, а всего лишь выполняет функцию передатчика, посылая по радио сигнал на шахты межконтинентальных баллистических ракет и другие носители стратегического оружия. Таким образом, даже если все центры управления и политическое руководство уничтожены, ответный удар все равно гарантирован. Американская система ядерного командования устроена иначе. В США упор сделан на строгий централизованный контроль и исключение автоматического пуска. Решение и применение ядерного оружия может быть принято только президентом и подтверждено через национальный орган командования. Сигналы о пуске передаются через систему зашифрованных кодов стратегическим бомбардировщикам и подводным лодкам с баллистическими ракетами. Для поддержания управления даже в условиях ядерной войны используются воздушные командные пункты. Например, самолеты И-4B Nightwatch и И-6B Mercury, а также резервные наземные системы связи. В отличие от российской концепции, в США запуск всегда требует участия человека, поскольку автоматизация считается слишком опасной из-за риска ложного срабатывания. В результате «Мертвая рука» символизирует концепцию «удар возмездия любой ценой», а американский подход основан на сдерживании через контроль. Но что если система «Мертвая рука» сработает и все же запустит межконтинентальные баллистические ракеты? Что тогда произойдет? Ну, ничего хорошего. Время полета зависит от типа ракеты и траектории. Основные факторы. Российские МБР летят по баллистической траектории через Северный полюс. Среднее расстояние от районов позиционирования российских ракет до США составляет от 8000 до 11000 километров. Боеголовки на МБР достигают скоростей около 7 км в секунду на активном участке и еще выше на спуске. Примерные времена подлета Ярс и Воевода 25-30 минут. Подводные ракеты «Булава», пуск из Баренцева моря, если лодка близко к побережью, время сокращается до 15-20 минут. Средние траектории через полюс – обычно 30 минут до основных целей, например, Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго. Это означает, что после срабатывания «Мертвой руки» у США будет не более получаса, чтобы отреагировать на пуск. Но к этому моменту система будет действовать автономно, и остановить ответный удар уже невозможно.
И все это разработки, которым уже около 40 лет. Было ли обновление? Скорее всего, да. Мы этого не узнаем. Почему вообще появилась идея мертвой руки? Еще в 1980-х годах в Пентагоне активно обсуждали концепцию обезглавливающего удара. Удар не по всем, а точечно. По центрам связи, штабам, радарным постам, узлам командования. Цель лишить СССР возможности нанести ответный удар. Если некому отдать приказ, удар не последует. Победа в одну сторону. Советский Генштаб рассудил иначе. Если нельзя гарантировать, что люди выживут и примут решение, пусть решение примет система. Беспристрастная, холодная, абсолютно лишенная эмоций. Разработка велась в условиях строжайшей секретности. В ней участвовали военные, ученые, специалисты по радиосвязи и автоматике. Системы тестировали, были реальные пуски ракеты-передатчики, позже модернизировано. По некоторым данным, периметр даже интегрирован с современными средствами связи и пусковыми установками нового поколения, включая Ярсы и Сарматы. Но периметр можно активировать вручную. Если война на пороге, его включают. И если потом никто не отменит, счет начнется. Система как бы говорит: если я не получу обратной связи, значит вас больше нет. Значит все будет активировано, а значит уничтожено. Примерно через 20 минут долетят межконтинентальные ракеты в обе стороны. Они накроют военные узлы, инфраструктуру, плотины, электростанции, заводы. Погибнут миллионы. Пропадет все, что мы называем нашей цивилизацией. Оставшиеся в живых попадут в другой мир. И он не очень. Мир, где нет медицины, еды, воды и тепла. Где радиоактивная пыль медленно убивает. Где мародеры не сюжет фильма в духе постапокалипсиса, а завтрашняя реальность. Йод, вода, герметичный подвал – это не подготовка выживальщиков. Это то, что может спасти жизнь. Или хотя бы отсрочить конец. Как именно? Это долгая история. Напишите об этом, и я сделаю отдельный для вас выпуск. Но даже если вы выживете, вас ждет новый чудовищный пейзаж. Неурожай из-за ядерной зимы, голод, болезни, полный технологический откат. Возможно, конец государств и социальных систем. И да, тот самый момент, когда выжившие будут завидовать мертвым, станет обыденной реальностью. На сегодняшний день, по официальным данным, в мире более около 12 500 боезарядов. Из них 3900 в постоянной готовности. Россия и США – лидеры. Около 6000 у России, 5800 у США и сотни носителей, подлодки, шахты и бомбардировщики. Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР тоже замешаны. 9 стран, 9 ядерных арсеналов, и у каждой возможность нанести первый удар. Если он случится, не будет времени думать, не будет места для переговоров, не будет обратного отсчета. Удары нанесут по военным объектам, штабам, коммуникациям. Ответка по городам, по всему, что осталось. Тысячи боеголовок полетят в небо, и все закончится. Не сразу, ведь будет этап ядерной зимы. Последствия, в которые долго отказывались верить. Но теперь просчитанное, смоделированное и подтвержденное. Холодная, беспощадная, глобальная смерть. Без ракет, без взрывов, просто тьма. Каждая ядерная боеголовка – это не только ударная волна, но и пожар. Огромный, гигантский. Если взрыв приходится на город, то пламя охватывает сотни квадратных километров. Горит все – здания, нефть, асфальт, леса, газопроводы, химические склады и заводы. Температура до 1500 градусов по Цельсию. Пожары сливаются в огненные штормы. Воздух засасывается в эпицентр, как в гигантский костер. И все это выбрасывает в атмосферу, в тропосферу и стратосферу десятки миллионов тонн сажи. Эта сажа не оседает, она поднимается выше облаков, выше дождей.
Туда, где ничего уже не смывает. Она там остается и превращает небо в зеркало, закрывающее Землю от Солнца. Даже региональная ядерная война, например, между Индией и Пакистаном с обменом всего несколькими сотнями зарядов, вызовет выброс около 5 миллионов тонн сажи. В глобальном масштабе минус 1,5 градусов по Цельсию по средней температуре планеты. Это как плохой год, не смертельно. Но если начнется полномасштабная война между Россией и США, в атмосферу попадет от 80 до 150 миллионов тонн сажи. Это минус 7-10 градусов по Цельсию глобально. Для сравнения, во время последнего ледникового периода планета была холоднее всего на 5 градусов по Цельсию. Снег в июле, замерзшие озера в августе, ледяные ветра, которые еще недавно были весенними бризами. Это не метафора, это модель, выверенная по данным НАСА, NOAA, APCC и множество симуляций. И это не на месяц, не на год. Ядерная зима продлится 10-15 лет. Причем первые 3 года самые темные, буквально. Уровень солнечного света упадет на 70-90%. Сутки станут серыми, фотосинтез почти остановится. Растения и насекомые почти все погибнут. За ними большая часть животных, как и людей. Не потому, что фермеры не захотят, а потому что ничего не вырастет. Пшеница, кукуруза, рис, картофель – все это исчезнет на обычных полях. Морозы и засуха заменят сезоны. Запасы провизии, например, в странах вроде США на 3-6 месяцев, в Европе меньше, в бедных регионах недели. По оценкам, при полномасштабной ядерной войне более 3 миллиардов человек умрут от голода. Даже если в их странах не прилетит ни одна ракета. Животноводство исчезнет, рыбная ловля почти вся обрушится, океаны остынут, течение остановится, планктон начнет исчезать. А что с водой? Вода будет, но ее смогут пить только гули. Радиоактивные осадки, соединение тяжелых металлов и разрушение озонового слоя, да еще и это. Озон разрушается из-за оксидов азота, образующихся при ядерных взрывах. Если это так, то ультрафиолет убьет то, что еще уцелело. Лицо обгорит за 10 минут, рак кожи за пару лет. Куда идти? В подвал, в лес, в горы? Куда угодно, вариаций много, но единственное спасение – изоляция, запасы и технологии. Но электричества, скорее всего, не будет. Ни нефти, ни газа, ни связи. Только человеческий инстинкт в мире без провизии, без света, без отопления, без законов. Останется борьба за выживание. Группами, племенами, семьями. Отчаивавшиеся люди станут опаснее, чем животные. Социальный порядок исчезнет, армии, правительство и полиция перестанут быть авторитетом или вовсе перестанут существовать как целостная структура. Но когда-нибудь наступит просвет. Сажа начнет оседать, и через 5-7 лет солнце покажется вновь. Но планета уже не будет прежней, поля мертвые. Воды отравлены, города руины. Люди – единицы, замерзающие в бетонных склепах. И вопрос будет не как жить, а зачем. Ядерная зима – это не угроза. Это приговор, отложенный по времени. Это финальная расплата за технологию, которую мы так и не научились пользоваться с умом. Но если мы рано или поздно с этим столкнемся, нужно быть готовыми. Парадокс. Оружие, созданное для сдерживания, уничтожит даже тех, кто в него не верил. Даже тех, кто не знал, что оно существует. Даже тех, кто не выбрал сторону. Потому что радиоактивный пепел не признает границ, а сажа не спрашивает паспорта. Именно поэтому разговор о ядерной войне не должен быть политическим, он должен быть человеческим. Потому что если все это случится, уже не будет ни флагов, ни президентов, ни идеологий. Останутся пустые земли, темное небо и молчание. Молчание, в котором навсегда останется один вопрос. Зачем мы это сделали?